Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, многие из вас ждали, многие из вас давно видели, что у меня на руке сделана уже коррекция. Поэтому, как я и обещала, коррекция на моей руке. Разберем сегодня наращивание на анихогрифозные ногти, поскольку у меня именно такие, и что это за матюк, мы с вами разберем. Ну и, собственно говоря, сделаем, как обычно, красотищу. Ни для кого не секрет, что же у нас сегодня будет. У нас будут очень длинные стилеты, у нас будет красивый зеленый аквариумный френч, поэтому подготавливаем наши ноготочки. Итак, в первую очередь снимаем материал. У меня перенаращивание, поэтому материал снимаю максимально тоненько, до тонкой подложки. Но при этом не снимаю полностью, чтобы не пилить лишний раз по натуральному ноготку, потому что я очень часто люблю делать себе всякого рода перенаращивания, люблю менять материал, люблю менять всякие разные дизайны. Поэтому, чтобы не пилить лишний раз натуральную ногтевую пластину, я оставляю материал на ней, но в тоненьком состоянии. Как обычно, наша любимая пальцевая камасутра, потому что мизинчик в моем случае пилится только так. А вы умеете таким образом пальцы собирать? Итак, сняли материал, отодвигаем кутикулу, убираем териги, наносим праймер, базовый гель. В общем, все как обычно, все этапы, чтобы подготовить ноготочек. Все из вас уже знают, зачем все это нужно делать. Если не знаете, то посмотрите другие уроки на моем канале, потому что там мы уже не раз об этом говорили. Итак, что же такое анихогрифозные ногти? Это когда ноготь растет очень сильно вниз. У меня именно такой указательный пальчик. Я всегда на нем оставляю материал на кончике для того, чтобы его визуально хотя бы немножечко выровнять. Но если я буду ставить форму под ноготь, она у меня никогда не станет ровно, будет смотреть только вниз. Даже если я вот как сейчас попытаюсь поставить форму впритык к натуральному ногтю, не под ноготь, а впритык к нему, все равно у меня форма получается немножечко вниз. Я же хочу, чтобы у меня был ноготь максимально ровный, поэтому обратите внимание, я ставлю бумажный шаблон на поверхность своего ногтя. И только в таком случае ноготочек у меня будет ровненьким и красивым. Но под ногтем у меня получится дырка, потому что мой натуральный ноготь висит ниже, чем будет мой нарощенный свободный край. Эту дырку потом нужно как-то прятать, либо оставлять в таком виде, но в таком виде оставлять не получается, потому что у вас, моих зрителей, бесит, когда у меня под ногтем находится мой натуральный ноготочек, вы его видите, у всех начинаются вопросы, что у мастера с ногтями. Поэтому последнее время вот это вот получившееся пространство между натуральным ногтем и подложкой я закладываю материалом. Вопросов становится намного меньше, но все равно они появляются. Так вот, вот он ответ. Девочки, по-другому мой указательный палец ровным никак не сделаешь. И очень большая проблема, и очень часто встречающаяся проблема на указательных пальцах именно вот такого вот рода. Поэтому возьмите себе на вооружение. На самом деле, вживую, в жизни, когда смотришь на руки, совершенно не видно, что этот косяк как-то был исправлен. Да, то есть вот этот материал, который снизу находится под ногтем, его практически не видно. Его видно только вам на видео при большом увеличении. Мы же тем временем переходим к формированию нашего будущего удлинения. Форма удлинения у нас зависит от длины свободного края нашего ноготка. В данном случае длины очень много, поэтому удлинение мы делаем длинненькое, красивенькое, хорошо зауженное. Усы френча у нас при этом получатся широкенькие, но в целом ноготь будет смотреться очень красиво, очень стройно и очень интересно.
Поскольку удлинение мы формируем при помощи полигеля, то выкладываем его сразу же во всю толщину. То есть на этом этапе мы сразу же моделируем толщину и форму готового ноготка. Мы сразу же раскладываем материал таким образом, чтобы сформировать апекс, это наивысшая точка нашего ногтя, и таким образом, чтобы полностью вся толщина у нас была на готовность. Поэтому материала уходит у нас довольно-таки много, но даже в такую довольно большую толщину этот материал просохнет и все будет носиться замечательно. После того, как сформированы наши яички удлинения, необходимо их подпилить для того, чтобы получить более четкий бортик. Мы с вами недавно в прямом эфире разговаривали, зачем это делать, каким образом правильнее всего это делать. Мы это делали с ученицей, поэтому если кто-то не видел, вернитесь, посмотрите, ссылочку оставлю в описании. Ну а теперь все самое интересное, конечно же, дизайн. Для того, чтобы наш френчик получился максимально контрастным и максимально четким, мы прокрашиваем черной краской бортик нашего удлинения. Немножечко растягиваем краску по поверхности с таким легким переходом, но на самом деле переход здесь не так нужен и совершенно не важен, потому что никакой омбре с переходом цвета я делать не планирую, дальше я буду закладывать материал цветной. Цветной полигель, кстати, я делаю самостоятельно. Я беру прозрачно-розовый полигель, смешиваю его с гель-лаком, получаю тот цвет, который мне необходим, и при помощи этого цвета выкладываю следующий этап своего ноготочка. В данном случае я стараюсь сделать таким образом, что, зная, что я буду убирать длину, я выкладываю вот этот вот цветной материал на будущую длину, которую я планирую себе оставить. И край этого цветного материала уже свожу в плавный переход, потому что потом у меня будет омбре с витражным гелем. Почему я не выложила сразу же во всю толщину готового ногтя? Потому что я хочу, чтобы у меня здесь были, конечно же, блестюшки. Куда мне будет пихать блестюшки, если я сделаю полностью в высоту на готовность? Конечно же, мне ложить их будет некуда, поэтому делаем тоненько, укладываем всякие разные блестюхи, делаем переход в прозрачный витражный френч. Кое-где, кстати, этим витражным френчем промазываем и блестюхи, это тоже будет довольно-таки красиво. Сверху насыпаем еще немного блесточек, потому что мне показалось, этого маловато будет. А дальше нам останется все это запечатать прозрачным материалом. Итак, прозрачка средней вязкости – идеальный материал для перекрытия всяких разных френчей. У нее зеркально-прозрачная чистота, он очень красиво смотрится на аквариуме, под ним блестят все, что только может блестеть, а что не может блестеть, все равно поблескивает. Ну и, собственно говоря, благодаря своей вот такой вот структуре, этот материал затекает между всеми блестюшками и заравнивает нам всю поверхность. Кстати, можно сделать это в технике без запила, но я не люблю, я лучше попилю. Вот, собственно говоря, и момент с опилом. Я понимаю, что я выскакиваю с кадра. Я знаю, что вот тут вот что-то пошло не так, и половина работы я делаю, к сожалению, за камерой. Но, девочки, когда делаешь это на себе, когда стараешься как-нибудь вывернуть свои руки, чтобы подобраться в нужные тебе места, тут уже, извините, не за тем, чтобы следить, где ты находишься в кадре и где находится твоя голова, кстати, тоже. Я постаралась максимально отдалить камеру. Если видите, у меня на столе есть пометки, где должен находиться кадр мой. Но, тем не менее, даже это не спасло ситуацию. Мы же тем временем опиливаем наш ноготочек, хорошенечко заужаем боковые стороны. Это у нас стилет. Нам нужно постараться свести обе боковые и обе нижние направляющие в одну точечку. Тогда наш стилет будет шпилечкой, он будет иголочкой, он будет очень красивый. Но если мы сделаем прям совсем шпильку-иголку, к сожалению, это будет не совсем носибельный вариант, потому что на кончике останется минимум материала, и этот кончик от любого давления в жизни может сломаться. Поэтому я делаю слегка неправильный стилет, я не довожу все направляющие в один
кончик, я их развожу на разное расстояние, и тогда у меня на кончике остается запас материала, благодаря которому эти ногти будут замечательно носиться. Если говорить о том, сколько же носились эти ногти, то я с ними отходила 2 недели, потом убрала длину, потому что готовилась в поездку. Кстати, о том, как я убирала длину, мы с вами тоже поговорим. Я это все сняла и вам обязательно покажу, как же это делается. Итак, в данном случае черная красочка у меня попала выше, чем мне было необходимо в усик улыбочки. Мне нужно ее спилить, поэтому я выпиливаю ее при помощи фрезера. И, кстати, вот здесь я спилила усик. Я его потом возьму и аккуратненько черной красочкой дорисую. Ничего страшного в этом нет. В данном случае у нас идет не конкурсная работа, на которой необходимо сделать все, чтобы сошлось идеально, красиво, корректно. У нас салонный вариант, поэтому в любом случае я могу позволить себе дорисовать усы, я могу позволить себе выпилить изнутри внутреннюю арку, если у меня что-то пойдет не так. А что-то, конечно же, пойдет не так, потому что в данном случае мизинчик я слегка пережала, и мне нужно будет раскрывать арочку изнутри. Но тем не менее, даже несмотря на такие небольшие косяки, исправляются они очень просто и легко. В готовом варианте ногти выглядят просто потрясающе. Вы, кстати, их уже видели, уже успели оценить. Итак, как я и говорила, внутреннюю арку я раскрываю при помощи, опять же, фрезера. Ну, неправильно я поставила зажим, пережала кончик ногтя. Получилось, что у меня 2 параллельки склеились практически в одну. Теперь нужно раскрыть таким образом. То есть, что значит раскрыть? Убрать тот материал, который соединился. Вот это все мы делаем при помощи фрезы и иголочки. Кстати, такая фреза есть у нас в продаже в магазине. Вот, собственно говоря, тот момент, где я закладываю натуральный ноготь изнутри материалом. Конечно, очень плохо видно, но тем не менее понятно, о чем я говорю. Да, то есть вот эту вот дырку, которая была между ногтем и подложкой, мы закладываем полигелем, у нас получается полностью готовая конструкция. На этом у меня сегодня все. Дизайн на этих ногтях очень сложный, дизайна много, поэтому мы будем делать его в отдельных роликах. Поэтому не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!